Сильное жжение пониже спины до сих пор испытывают еврогрузины, когда им напоминают об ответственности за войну 08-08-08. Казалось бы, прошло уже 11 лет, и многие политики из Тбилиси давно рассказали правду о тех событиях. Но официальный Габунистан все равно упорно верещит про российскую агрессию. Почему так? 8 августа, как и каждый год, наши сограждане напоминают в блогах, что произошло с жителями спящего осетинского Цхинвала, и публикуют страшные кадры. 11 лет назад, в это время, грузинская армия начала обстрел. Начали бить по Цхинвалу, били по селам и по наблюдательным пунктам российских миротворцев. Тогда еще в Тбилиси никто не говорил о российской агрессии. Тогда рапортовали о начале операции по наведению порядка в Шида-Картли. Теперь говорят совсем другое. Даже в комментарии к моим материалам набегают вереща, что не было никакой попытки геноцида осетины, что Россия напала на еврогрузин первой. Хотя обратное признали даже на Западе. Вот цитата из публикации грузинского портала «Цивил», посвященная докладу комиссии Тальявини. Войну начала Грузия, когда в августе 2008 года осуществила тяжелую артиллерийскую атаку на Цхинвале. Но это нападение не было отдельно взятым событием, а было кульминацией накопившейся на протяжении многих лет возрастающей напряженности. И ответственность возлагается на все стороны, заявила 28 апреля Хайди Тальявини, которая возглавляла миссию по установлению фактов, финансируемую Евросоюзом. Именно об этом докладе вице-спикер Госдумы России Петр Толстой недавно напоминал габунистанской журналистке, которую аж перекосило. Да, европейцы приложили массу усилий, чтобы объявить виновными все стороны конфликта, но ключевой факт, что нападение совершили еврогрузины, в ЕС проигнорировать не смогли. И это вынуждены были признать даже одиозные западные СМИ. Вот заголовок материала BBC от 2009 года. Войну начала Грузия. Так о какой агрессии вы верещите, габунистанцы? Даже Саакашвили, которого вы по глупости привели к власти, и тот еще в 2008-м с перепуга признал, что войну начал его режим. Хотя, естественно, тоже оправдывался по методичке «они меня вынудили». Президент Грузии Михаил Саакашвили впервые публично признал, что военные действия в Южной Осетии первой начала грузинская армия, однако назвал это оправданными и адекватными мерами. По словам лидера Грузии, то же самое сделало бы любое демократическое государство. «Мы приняли такое решение, чтобы оградить от интервенции наши территории и спасти людей», заявил Саакашвили на заседании парламентской комиссии по расследованию августовского кризиса на Кавказе. В свете этого нелепыми выглядят попытки российской либероты отмазать Мишку Подкидыша. Помните, как они изгалялись, пытаясь представить успокаивающее обращение президента еврогрузин к осетинам в качестве свидетельства его невиновности? Если бы Михаил Саакашвили знал, что через несколько часов войска по его приказу будут атаковать осетинские позиции, он никогда бы не выступил с таким заявлением. Никакие возможные варианты, например, что грузинский президент циник, лжец, диктатор, враг мирных граждан и так далее, не в состоянии объяснить это по праву беспрецедентное обращение и это беспрецедентное решение об одностороннем прекращении огня. Даже если представить Саакашвили хитроумным обманщиком, то тем более он не выступил бы с таким обращением. Тогда обращения не было бы вовсе. А если и было бы, то выступление было бы поручено кому-нибудь другому. Премьер-министру, секретарю Совбеза, министру обороны, министру внутренних дел. Логика. Если следовать ей, то и Гитлер, помня о своих планах напасть на нашу страну, никогда не заключил бы пакт о ненападении с СССР. Военная хитрость? Нет, либералы о таком и не слыхали. Именно обращение Саакашвили доказывает, что он не просто собирался напасть на осетин, а что он надеялся на блицкриг, на быструю и блестящую победу в маленькой победоносной войне. И это подтверждают другие источники. Например, те, которым самовлюбленный президент еврогрузин напыщенно хвастался грядущими успехами за несколько дней до своего лживого обращения. 11 августа 2009 года экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе рассказала еженедельнику Асавал Дасавали, что Михаил Саакашвили еще 3 августа 2008 года делился с ней своими военными планами. «Мы встречались в резиденции 3 августа, воскресенье, в 5 часов вечера. Говорили приблизительно час и 20 минут», вспоминает Бурджанадзе. «Я ему сказала, что война с Россией закончится для Грузии катастрофой.
Саакашвили же уверял, что мы возьмем Цхинвал за одну ночь. На это я ответила, что так не получится. Во-первых, взятие Цхинвала не означает решение проблемы. А еще я сказала, что даже если мы вернем Южную Осетию военным путем, то навсегда потеряем Абхазию. С этим Саакашвили согласился. Бурджанадзе вспоминает. Они говорили, что у русских ржавые танки, что мы выиграем войну. Разгромим их, дойдем чуть ли не до Москвы. Саакашвили 7 августа отдал приказ бомбить Цхинвал. Ему как воздух была нужна эта война, даже проигранная. Благодаря этой проигранной войне Саакашвили остается во власти. Ау, еврогрузины, это слова вашего политика, одного из немногих достойных уважения. Бурджанадзе всеми силами препятствовала превращению Грузии в Габунистан. Но верх в политической борьбе взяли другие. Наглые, самоуверенные, подлые, готовые ударить в спину после заверений о дружбе и оскорблять родителей президента России. Кстати, вот это «дойдем до Москвы», оно вам ничего не напоминает? Это благодаря им вы живете сегодня в Габунистане. Благодаря им у вас припекает от абхазской и осетинской независимости. Благодаря им вы каждый год читаете российские высказывания о проигранной авантюре и взрываетесь ругательствами. Чтим память погибших российских миротворцев и южноосетинских мирных жителей, павших жертвой безумной и преступной авантюры тогдашнего руководства Грузии. Они изо всех сил превращали Грузию в Габунистан. А вы или помогали им, или просто не мешали. А теперь у вас жжет пониже спины. Знаете, еврогрузины, почему вы не можете признать, что сами ответственны за потерю Абхазии и Южной Осетии? Да потому что сделать это означает взять ответственность за вашу страну на себя. За все ее неудачи, за все проблемы, которые она нажила после выхода из состава Советского Союза. Признать, что нет никакого внешнего ответственного за все произошедшее. Это рефлексия, и она для взрослых людей. А вы глубоко инфантильны, как и евроукр. И поэтому у вас всегда виноват кто-то другой. Так, судя по всему, будет оставаться до полного и закономерного исчезновения Грузии с политической карты мира. Позор вам за то, что вы привели к власти военного преступника и наркомана Саакашвили, и что позволили ему избежать ответственности, слиняв в Европу. А тем, кто не дал ему вырезать осетин, честь и слава. Включу напоследок песню о них, которую выложил в блоге твиттерянин Дмитрий Липецкий. Ночь, взрыв, разрезом острым железом, что бой подарит, то Бог лишь знает, как лед. Кровь стынет, что ждет нас ныне во мне. Лишь вера к броне Бетера, белый след на виске, как снег, это память моя о тех, кто домой не придет с войны, о которых мои все сны. Брат, полнее стакан, налей за погибших в бою парней, зажигая огонь свечи. Мы сегодня о них молчим. Свист пуль нас колет, уснул мой кореш. Глаза, взгляд в небо, слеза. Был, не был, с гор враг бьет градом, путь в рай стал адом. Злой час, так ждали здесь нас в Цхинвале. Белый след на виске, как снег, это память моя о тех, кто домой не придет с войны, о которых мои все сны. Брат, полнее стакан, налей за погибших в бою парней, зажигая огонь свечи. Мы сегодня о них молчим.